Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, чего нельзя никогда отдавать бесплатно и никогда сами это не берите бесплатно. Иначе таким образом вы отдаете свое изобилие, достаток, благополучие, свое здоровье. И отдавая эти вещи бесплатно, вы будете только беднеть и только будете иметь проблемы. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы будете знать, как правильно отдавать эти предметы, вещи или продукты. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно в комментариях напишите «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь». Пусть Вселенная приумножит это в вашей жизни. Также всех хотим поблагодарить, друзья, за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Вы знаете, часто мы не придаем значения тому, что нам рассказывают, мы не прислушиваемся к советам, когда говорят, что то или иное не стоит делать, а затем происходит что-то неприятное, непредвиденное, и тогда мы уже и начинаем задумываться, что, возможно, все-таки что-то делаем не так. Возможно, советы, которые передавались столетиями, имеют значение, и на них нужно все-таки обращать особое внимание. Зачастую мы своим знакомым, друзьям, родным, что мы делаем? Мы одалживаем вещи, предметы, продукты и не задумываемся о том, что все это связано с нашей энергетикой напрямую. И от этого зависит то, что мы способны либо отдать, либо подобрать от того человека, которому это даем. Немаловажным является и то, что мы никогда и ни при каких условиях не можем проконтролировать, либо быть уверены в том, как на самом деле к нам относится тот или иной человек. А ведь от этого зависит, с какой энергетикой нам вернут то, что у нас взяли на время. Возможно, этот человек, преследуя свои какие-то цели, взял этот предмет, вещь, продукт целенаправленно для того, чтобы, вернув его, причинить вред человеку. Вокруг нас, хотим мы этого или нет, находится много завистливых, недружелюбных, со злыми помыслами, пропитанными ненавистью ко всем, у кого есть хоть что-то лучше, чем у них. Такие люди очень опасны, и с ними нужно быть предельно аккуратными, так как все, к чему они прикасаются, наделяют негативом. Поэтому, чтобы не притянуть к себе проблемы, не подобрать ненужные вам энергии, нужно соблюдать правила и рекомендации. Так, например, когда вы в чем-то не уверены, либо же для того, чтобы перестраховаться, нужно брать от человека купюру самого маленького номинала или несколько монет. Так вы, получается, не даете этому человеку что-то свое, а продаете. И когда вы берете от человека купюру или наоборот даете, всегда говорите «оплачено». Вы уже тем самым закрываете дорогу любому негативу. Так все же, что никогда и ни при каких условиях нельзя давать бесплатно. Во-первых, давайте начнем с следующего. Цветы, ростки, вазоны, черенки, корешки – все это нужно обязательно брать плату, иначе у вас растение пропадет, перестанет родить или вообще переведется. А если вы просто так дадите что-то из этого человеку с плохой энергетикой, то взамен не только заберете этот сильный негатив, но и больше никогда не сможете, как бы вы ни старались завести такое растение. У многих из вас были такие случаи, и вы потом не могли понять, а почему что-то пошло не так, и как бы вы ни старались, как и раньше, у вас уже ничего не получается. Бывает и такое, что, поделившись с кем-то растением, данное растение у вас есть, но оно уже не разрастается, как ранее. А у человека, с которым вы поделились, наоборот, оно разрастается. Мало того, становится очень красивым и радующим глаз. А если вы попросите, чтобы с вами поделились этим растением, с которым вы когда-то поделились, то, скорее всего, такой человек никогда вам не даст даже за деньги кусочек, так как он знает, что этим действием разорвется энергетическая связь, а ему этого не хочется.
Для того, чтобы в данном случае вернуть все, как было ранее, нужно такому человеку подкинуть цветочек гвоздики и при этом обязательно скажите такие волшебные слова. Цветок сухой тебе, называете имя человека, даю, свою живую цветочную энергетику забираю. Все на прежние места возвращаю. И очень скоро у вас все обязательно нормализуется и станет как и ранее. Но больше, пожалуйста, не рискуйте и не берите хотя бы копеечку, и берите хотя бы копеечку самого маленького номинала, даже если это ваша родная сестра или мама. Это очень важно, потому что все равно у каждого своя энергия, и люди многие не думают об этом, а бывает так, что человек пришел, даже вот ваша родная сестра, ваша подруга, она пришла в этот момент с расстроенная, недовольная чем-то, и вы ей дали вот росточек этого растения, вы хотели сделать как лучше, но помните о том, что когда она к вам пришла, то у нее были эмоции негативные, ей было тяжело на душе, а возможно к вам пришел человек, и вы даже не знали о том, что же в его жизни происходит на данном этапе, и подарив ему растение или дав корешок, семена даже, потом вы увидели, что у вас что-то уже не получается, и вы должны понимать, что это все, девочки и мальчики, неспроста. Все в первую очередь работает на уровне энергии. Далее соль. Запомните, соль также не стоит давать бесплатно, так как она имеет очень сильную энергетику, благодаря которой способна впитывать все, что ее окружает. Поэтому, когда вы даете соль, вы отдаете энергетику своего жилья. Если вы одалживаете это недоброжелательному человеку, так он, когда будет у вас брать соль, он отдаст свой сильный и разрушительный негатив, подобрав который вы перекроете доступ любых положительных энергий в свою жизнь, что принесет вам постоянные проблемы и неприятности. Если человек хочет изначально вам причинить вред, он, одалживая у вас соль, отберет ваше счастье и удачу. Перед тем, как дать соль, положите ее на какую-то поверхность и про себя скажите обязательно такие слова. Соль пустую даю, энергетики все при себе оставляю, биополе для негатива чужого не отворяю. Когда будете давать, обязательно давайте левой рукой, а деньги берите правой рукой. Так вы уже точно не принесете себе вред. А вот если вы не уверены в человеке, то лучше вообще отказать ему в просьбе одолжить соль, чтобы потом не жалеть, почему же ваша жизнь наполнилась бедами и неприятностями. Также для того, чтобы иметь подстраховку на случай, если кто-то решит у вас одолжить ее, а вы не сможете отказать, нужно купить пачку соли, которой вы точно не будете пользоваться. Это нужно сделать именно на убывающую луну. Когда принесете домой, зажгите свечу любого цвета, капните на пачку 3 капельки воска и при этом скажите такие слова. Эта соль никакую энергетику, что ее окружает, не впитает. Мне ничего в дом не принесет и ничего из моего дома не отберет. После проделанного разместите ее в любом месте, только не на вашей кухне. Но за такую соль также берите деньги. Когда будете давать, единственное, что, используя ее, вам не придется переживать, что кто-то сможет забрать ваши светлые энергии. Но даже если вы одалживаете соль, отдавайте ее на постоянно. Ни в коем случае не забирайте ее обратно, иначе с ней вы можете забрать неприятности другого человека. Посуду также не стоит давать, так как с этим вы можете отдать из дома семейное счастье и свое благополучие, а притянуть частые конфликты и выяснение отношений. Даже когда вы одалживаете посуду и берете за это пусть монету мелкого номинала, кладите в нее конфету и говорите в этот момент такие слова: «А посуду не даю, я ее на время продаю, когда заберу все свои энергии, при себе сохраню». И обязательно попросите человека, которому вы ее будете давать, чтобы вернул вам ее не пустую. После того, как она вновь окажется у вас, сразу промойте ее под проточной водой, перед этим кинув на нее щепоточку соли и скажите такие слова. Если посуда чужие энергии подобрала, нужно, чтобы соль-то их убрала. Затем протрите и дальше используйте ее. Далее, никогда и ни при каких ситуациях не отдавайте из дома последний кусок хлеба. Хлеб – это достаток вашего дома. Отдавая его, вы отдаете достаток и перекрываете ему доступ в ваш дом.
Вам не стоит переживать, что кто-то подумает, что вы жадный. Это совсем не так. Просто не стоит делать поступок, о котором потом придется пожалеть. Если вы переживаете, всегда покупайте 2 буханки хлеба. Для того, чтобы одну вы, если у вас попросят, вы могли отдать. Если кто-то придет у вас одолжить хлеб, возьмите у него купюру маленького номинала за хлеб и скажите, что не стоит вам его отдавать. А если вы решите отдать хлеб нуждающемуся человеку, ни в коем случае не давайте его через порог. Выйдите за него, и когда будете давать, выставьте левую ногу немножечко вперед. При этом про себя скажите такие слова: человеку нуждающемуся помогаю, энергии свои положительные сохраняю. Проделав это, вы можете ни за что не переживать. В данном случае это действие, наоборот, притянет к вам потоки положительных энергий, так как вы в этом случае совершаете хороший поступок. Далее ювелирные украшения. Помните, они должны служить только одному владельцу, так как они способны впитывать его энергетику, и когда у вас кто-то просит одолжить такую вещь, откажите в этой просьбе. А вот если вы решили ее подарить, то перед этим подержите под проточной водой, проговаривая следующие слова: энергетическое поле данной вещи обнуляю, все свои энергии с нее забираю, при себе их оставляю. Затем подожгите веточку мелисы и окурите ее, при этом проговаривая такие слова: все воспоминания и приятные моменты, что мне эта вещь приносила, у себя оставляю. Для нужных энергий и новых событий место для будущего хозяина освобождаю. Служи и счастья, называйте имя, приноси. Когда будете дарить, попросите взамен монету желтого цвета и скажите, чтобы тот человек, кому вы преподнесли этот подарок, сразу надел его. Так эта вещь будет приносить данному человеку счастье, окружать его приятными событиями и хорошей энергетикой, а ваши энергии сохранит возле вас. Также никогда не одалживайте вещи в любые религиозные праздники. А возьмите это за правило и увидите, сколько неприятностей благодаря этому уйдут из вашей жизни, которые ранее появлялись, а возможно, вы даже в какой-то момент даже не понимали почему. Также очень часто бывает так, что у людей начинают одалживать именно в их день рождения. Неважно что, это могут быть и какие-то вещи, это может быть посуда и так далее. Поэтому, чтобы этого не было, в свой день рождения вы можете принимать только подарки. Опять же, подарки только от тех людей, которых вы любите, которых вы цените, которые вы понимаете. Далее. Никогда не отдавайте все, что связано с аптекой. Это могут быть и препараты, это могут быть травы, это могут быть какие-то приправки. Ни в коем случае, потому что это, когда вы покупали или вы это собирали сами, вы вкладывали свою определенную энергию, таким образом вы передаете, вы отдаете свое здоровье, вы отдаете свой достаток, благополучие. Вы должны понимать и то, что любая вещь, которую вы берете своими руками, которую вы создаете, вы ее в первую очередь наделяете энергетикой. Вот обратите внимание, если вы занимаетесь рукоделием, например, вы вяжете, вышиваете, и когда человек занимается своим хобби любимым, он занимается только в хорошем настроении или чтобы отдохнуть, и он в этот момент вкладывает всю свою энергию, вот он любит, с любовью к этому относится. И обращаем ваше внимание, бывает так, что вот вещь вы берете в руки, которая сделана своими руками, и вам прямо ее хочется купить, ее хочется надеть, носить и так далее. А есть вещи, которые вроде красивые, висят на стенде или где-то на выставках, но они холодом веют. Вот так вот и в жизни. То есть, взяв какую-то вещь, вы потом можете приобрести, к сожалению, вот такие вот проблемы. Далее, никогда не одалживайте зеркала, любые зеркала, это могут быть маленькие, большие зеркала. Далее, никогда не передавайте свечи. Вообще свечи даже нельзя дарить, любые свечи. Бывает так, что вы хотите сделать кому-то подарок, да, вот если с ручной работы свечи, человек должен сам купить. Лучше купить ваучер или сертификат
сертификат, и пусть человек сам выберет на интуитивном уровне. Далее, никогда не давайте бесплатно любые вещи, которыми вы пользовались более 3 месяцев. Вообще, если вы чувствуете, что эта вещь вам дорога, то вообще ее не отдавайте. Бывает так, что вы купили какую-то кофточку, и ваша сестра приходит и говорит: слушай, ну вот одолжи мне на вечер эту кофточку, вот нужна на день рождения, на какой-то праздник и так далее. Помните о том, что, возможно, эта вещь, она ваша личная вещь, она приносит вам удачу, она вам приносит радость, и отдавая, вы кому-то и отдаете, даже своей родной сестре. Далее, никогда не отдавайте старинные какие-либо вещи. Это очень важно, потому что, отдавая старинные вещи, раритет, вы должны понимать, что вы также передаете какую-то историю, о которой, возможно, вы не знаете. И последнее, запомните раз и навсегда: раскладывать карты Таро бесплатно нельзя. Даже вот в интернете вы видите там, да, готово рассмотреть одну карту Таро бесплатно и так далее, и так далее. Возьмите хоть какой-то донат, заплатите, хоть какую-то копеечку. Даже если ваша родная сестра, ваша подруга, знакомая делает расклад на картах Таро, она делает это любительско, то есть и вы вечерком решили просто посмотреть, что же там вас ждет по работе, в любовных отношениях, возьмите, заплатите ей условную какую-то купюру и обязательно скажите «оплачено». Это очень важно, потому что карты Таро – это не просто какие-то карточки, с помощью которых можно что-то узнать. Это, в первую очередь, энергия, достаточно сильная энергия. Вот такой, друзья, информацией мы хотели с вами поделиться сегодня в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация очень полезна и важна. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.